Тася с зонтиком. А пока буду делать варенье, сушить. Наконец-то руки дошли. Сейчас буду делать варенье. Да, я вас побеспокоил здесь. У них тут более суровые условия. Они клюют мне руки. Подморозило ночью сегодня. Такую осеннюю обрезочку сделать. Так, сейчас будем измельчать. Наверное, откажемся от такого способа. Спасибо большое нашим подписчикам. Оставляем все как есть. Лучше будем делать это на улице. Вот что у нас получилось. Для наших подписчиков из Грузии. Вот Тася с зонтиком. Пришли мы с Тасей собирать мандарины. Взяли такую вот корзиночку красивую. Тася будет помогать. Из мандарин я делаю заготовки, сушу в дегидраторе, делаю варенье очень вкусное. Нашла хороший рецепт, очень быстро делается. Есть с минимальным количеством сахара. Также делала я цукаты. Еще планируем сделать сок. 100% натуральный, без капли воды и сахара. Так что просто там нужна Тараса помощь мне, чтобы собрать аппарат. У нас пресс есть. Поэтому буду ждать его, когда он немного освободится. А пока буду делать варенье, сушить. Так, мандаринки собрали. Сейчас пойду еще за лимончиками. Вот так вот они убирают. Наконец-то руки дошли вот этим лючком заняться. Так я и не нашел вот эти крепления здесь в Грузии, который, по идее, ключ должен сюда вставляться, да, и вот так вот открываться. Я в интернете такие видел, но вот так я их не нашел. Поэтому решили сделать вот такие вот ручки. Просто просверлил две дырочки. Туда вот такая вот арматура, четверочка вставлена, и вот так вот она открывается. Вот с той стороны я просто их загнул, чтобы они не вылазили. Ну, такая рабочая схема. И так вот она убирается. Так, можно ногой. Так, собрала вот еще лимонов в корзинку. Сейчас буду делать варенье.
У меня вот идет сок лимона как раз-таки в варенье, чтобы придать такую кислинку. А цедру я также сушу и в порошок измельчаю. Поэтому почти что безотходное производство. И вот таким вот образом я просто эту пимпочку отрезаю. И со шкурой вот мандарин весь у нас пойдет в варенье. Сахара я беру для этого варенья 2 части мандарин и 1 часть сахара. То есть обычные рецепты 1 к 1, а здесь вот идет сахара в 2 раза меньше. То есть неприторное варенье получается, плюс еще добавляется лимонный сок. Вот такой джем у нас получился. Такой довольно густой. Мне кажется, он прекрасно подойдет для тостов, блинчиков. Ну или просто в творог добавлять. Без горчинки, очень ароматный. Так что буду готовить дальше такой. Так, остатки у нас тоже не выбрасываем. Коробка от мотоблока. Сделал вот такой брудер для цыплят. Он у нас в основном курятнике находится. Вот так вот подвесил на кронштейны его. 2 кронштейна там внизу. И здесь еще посередине 1 опора. Дно утеплил у него. Остальные стенки оставил как есть. В принципе, температура не низкая. Даже сейчас взять. В основном курятники получается у нас 16 градусов. Тут тоже у нас подогрев идет от 10. А на брудер сделал отдельный датчик температуры. То есть он получается вот это одна обогревательная лампа инфракрасная, а вторая лампа освещения. Лампа освещения работает по таймеру. Я выставляю день-ночь вместе с основным светом курятника. А вот это вот у нас идет датчик на брудер. Сделал я им на 20 градусов, она включается, на 22 выключается. Пока маленький, такая оптимальная температура им, чтобы всегда была. Вот закрывашка с этой стороны. Уже беспокоить не будем. Настя завтра покажет, потому что уже курочки отдыхают. Да, я вас побеспокоил здесь ночными своими, да, деланиями брудеров. У них тут спят вовсю. Ладно, отдыхайте, я пошел. Отдыхайте. У петухов тут свои лежанки. Это уже во втором отсеке курятника. У них тут более суровые условия. Никаких датчиков. На свежем воздухе, можно сказать, вот это все проветривается. Ну ничего, они сильно не жалуются. Да, не жалуйтесь, жалобы не пишите. Нормально живут. Вот
Куда собрались? Уже подросли. Хорошие. Ой, они клюют мне руки. Я же вам кашку приносила. И водичка у них тут с витаминками. Свеженькая. Вот лампочка включилась, греет. На улице холодно и быстро остывает. Я еще открыла. Ой. Не боятся. Хорош. Вот она, курочка. Мама. Мы ее все-таки решили отсадить. Она у курей гребет там и воду переворачивает, в общем, буянит и кашу все переворачивает. Опилки всегда мокрые, цыплята мерзнут. Вот, поэтому решили цыплят отсадить. У них там хорошо и водичка стоит целая, и не переживать, и еда всегда на месте. А она, конечно, буянит чуть-чуть. Не знаю, как это в природе должно выглядеть, где они там в кустах их выращивают, там уж побольше места. Вот. Ну, в таких условиях, я думаю, все-таки лучше, чтобы цыплята отдельно росли, в сухоте, в теплоте. Так что так, да, они уже не совсем малыши, уже подросли. Там вон сидит курочка, не уходит. Яйцо снесла и сидит, греет. Хватит сидеть. Это подглядывает. Начали мы топить камин в доме. Вот у нас появилась теперь зола для курочек. Сейчас хочу цыплятам тоже чуть-чуть дать. Да, сейчас им чуть-чуть подсыпем. Она уже остыла. Когда они есть, мама, пока так где они пока Друг за другом бегают. Один возьмет уголечек, и другой за ним бежит. Смешные. Хорошие. Уже большие такие. Вот у нас подморозило ночью сегодня. Исо, До минус луза, одного было. пардамуза. Лужа замерзла, да? Сейчас, Стася, в садик едем. У нас наверху такого нет. Вот тут Да. чуть-чуть в низине прохладнее. Да. Так, мы добрались до нашей сливы Ткемали. Она у нас очень мелкая, уже пару годов плодоносит. Очень мало сливы. Нам Жанна в гости приезжала. Это хозяйка предыдущего этого дома. Тоже заметила, насколько много жировых побегов. Видите, да, вертикально вот так внутри растут. Скорее всего, да, из-за этого получается мало сливы. Она мелкая. Поэтому сейчас будем такую осеннюю обрезочку сделать. Уберем максимально внутренние вертикальные вот эти вот побеги, ветки. Ну, чтобы спровоцировать рост вот так вот в стороны, на которых надеемся, что будет более крупные сливы Ткемали, да, и уже в дальнейшем формировать таким образом нужно ежегодно. Так, я начну с самых больших веток, ну а Настя будет уже секатором формировать, которые поменьше. Так, поехали. Ну, вот, первое вот это вот пойдет.
Сегодня будем продолжать уборку делать. Вчера начался дождь, и поэтому мы не успели вот эту кучу перебрать. Сейчас хочу этим заняться. А еще я немного обрезала камелию. С той зимы еще пару веток были обломлены из-за снега. И вот только сейчас я добралась до макушки и их обрезала. Сейчас такая более округлая форма получилась. Так, сейчас будем измельчать то, что мы вчера понапилили. Наши подписчики советовали сделать рукав, чтобы не разлеталось с измельчителя, да, когда поступает в тележку. Сейчас посмотрим, насколько это будет действенно. Вот так взял просто узкий мешок, ему дно вот так обрезал. Сейчас хочу вот так надеть. Так надеть и вот этим, наверное, просто резинкой такой закрепить у носика. Так, вот так вот закрепляю. То есть, по идее, он будет вот так выстреливать сюда. Ну и будет чуть-чуть гаситься вот эта сила его выстреливания. Посмотрим, короче. Возможно, не понадобится тут щиты городить, как я изначально планировал. С полтычка заводится. Вроде работает, да? Совет подписчиков. Что бы мы без вас делали? Получается, с рукавом для мешка намного удобнее. Единственное, надо, конечно, вот, с мешка проталкивать его подальше, потому что тут скапливается около него. Но вот если продавливаешь и туда, в начало кузова, нормально. Вот сейчас вот в такой наполненности надо уже вывозить. Сейчас это отвезу и продолжим. Еще не пробовал. У нас самосвальный прицеп. Должно быть, это несложно сделать. Так, открываешь. Надо брать лопату с собой. В случае, конечно. Так, все, мелкие ветки мы все измельчили, дрова отделили. Сейчас загрузим, отвезем. Единственное, что мы заметили, минус какой с использованием этого рукава из мешка, то что вот здесь все скапливается щепа, и она не выбрасывается и застревается в самой фрезе. И нам пришлось вот пару раз останавливать, там все это прочищать. Поэтому, наверное, откажемся от такого способа, будем пользоваться вот с таким нагнутым носиком. Единственное, что еще можно попробовать, это приподнять его, то есть чтобы вот прицеп где-то вот на таком уровне, да, то есть он сразу упирается, вот здесь скапливается. А если мы приподнимем, он еще будет, наверное, силы гаситься и то есть еще меньше разлетаться щепы. Подножки, чтобы подставить, да?
Ну да, платформу, потому что не только подножки нужно и под колеса подставлять. Какую-то платформу еще попробуем. Но она, в принципе, даже вот в такой модификации не сильно разлетается, да, вот мы сейчас попробовали. В принципе, приемлемо. Даже если там какой-то 2-3% щепы упадет, не страшно. Поэтому будем использовать так. У нас будут дрова из камелии. Да, чайные дрова. Что-то лапня просто выбит, и все. Даже на клавиатуре не надо. Что-то пчелы разлетались, слышишь? Ну, наверное, мне нравятся эти звуки. Сегодня планирую сделать мандариновый сок. Тарас сегодня сможет мне помочь собрать пресс, поэтому решили заняться соком. Вот он занимается этой стеной второй. Пока я соберу мандарины, он будет доделывать вот эту полосу, а потом пойдет собирать пресс. Ну, уже больше половины готово. Так, вот этот оконный откос, он уже был сделан, но пришлось его демонтировать, потому что сделан он был, опять же, из гипсокартона, который в дальнейшем может намокнуть, сбухнуть и испортить нам весь красивый фасад, поэтому принял решение демонтировать сразу. Сделаю все из ППС, когда зашью, и уже будем закрывать сеткой и клеем специальным. Что касается нашего прошлого видео насчет голубичной плантации, спасибо большое нашим подписчикам. Многие откликнулись, высказали свое мнение. У многих наших подписчиков оказалось уже есть опыт в этой сфере, да, в этом бизнесе. И что нам много сказали, что голубика не такое уж, это очень капризная ягода, за которой требуется большой уход, внесение удобрений. И то, что у нас сейчас есть ореховый лес, это хоть и небольшие, но тоже деньги, которые голубика не факт, что сможет принести, да, спустя несколько лет упорного труда. И плюс еще, да, достаточно большие вложения это требует, потому что дорого стоят саженцы, вся эта химия, которой придется все это удобрять. Организация капельного полива, то есть это пленка, шланги, бочки нужно ставить. И как бы да, еще раз большая благодарность, что все почитали мы, еще раз обдумали. И, наверное, в этом году мы все-таки оставим лес, почистим его, посмотрим на следующий год, сколько это будет приносить нам дохода, возможно, получится улучшить качество ореха, возможно, сможем выйти напрямую на перерабатывающий завод, куда можно сдавать эти орехи, поэтому как бы не будем в этом спешить, оставляем все как есть. То есть тогда со следующей недели начнем расчищать, уже работать с орешником, как у нас вот первые мы делали 2 леса при входе. Поэтому в следующий раз, да, перед принятием серьезных решений, наверное, будет правильнее сначала озвучить. У нас уже достаточно большая аудитория, люди, которые
прошли через многое, да, у которых большой опыт. Поэтому в следующий раз будем, наверное, все, что мы планируем говорить, а вы уже будете нас направлять в нужном направлении. Поэтому, да, еще раз спасибо за вашу обратную связь и за то, что вы помогаете делать нашу жизнь лучше. Мандарины я уже помыла. Хоть мы их ничем и не обрабатываем, но от всякой пыли, такой вот природных загрязнений, нужно мыть, так как будем измельчать мандарины прям в кожуре. Вот так вот сверху одевается измельчитель. Это дробилка называется. Дробилка? Да, мы в том году приобрели, но у нас запоздала доставка. Мы толком не смогли попробовать. По-моему, пару раз, да, мы подавили на ней сок, Угу. и все, и мандарины закончились. Поэтому в этом году будем пробовать на всю катушку. И мы еще пробовали это делать дома. Да, она чуть-чуть. Теперь она брызжет. Теперь лучше будем делать это на улице. То есть получается, какая у нее система? Вот эта насадка, да, сюда вот здесь ножами дробиться фрукты. Можно яблоки там всевозможные, апельсины, мандарины. Мы сейчас будем пробовать мандарины. Потом получается у тебя вот такая смесь, которую мы потом будем... Вот такая есть прижимная пластина. Вот так сверху одевается, вот здесь сверху, снизу домкрат. Все это как бы прессуется и выходит сок. Да, вот такая вот у него система. Сейчас будем пробовать, как на деле получится. Так. Так, захват. Вот все. Так, еще у него такой шланг идет. То есть в процессе дробления она будет немного стекать. Сразу в кастрюльку, в которой будем кипятить. Не кипятить, да, наверное? Доводить до кипения. Доводить до кипения, да, и сразу разливать. Все, вот так делаем. Решили переставить вот сюда, так как мандарины начали брызгать во все стороны. Вот на стены, на окна. Так что будем делать тут, чтобы поменьше потом отмывать. Так, вот что у нас получилось. Прям быстро он переколотил целый таз. Надо еще, наверное, такой же, на такой объем. Сейчас давай выжмем сок, посмотрим, Да. сколько из этого будет. Давай, теперь будем прижимать Да, такой прижимная пластиной. пластинка. Сейчас пойдет сок. Ну, сейчас надо подожди сначала собрать. Пошел сок. Угу. Все, теперь надо здесь поджимать. На. Лень. Бегут. Вон. Цыпа. О, вот это да. Мандарины. Жмых отдадим курочкам. Они любят мандаринки. Пошлите. Они возле меня ждут. Идите сюда. Цыпа. Цыпа. О, радостные. Сейчас что-нибудь вкусненькое да выберут.
Вот тут еду Тасю забирать. Мост уже сделали. Ну как сделали, еще ограждение будет справа-слева. Пока это вот такая красная дорожка. Ну вот первый раз сейчас с вами проезжаю. Такой достаточно высокий подъем. Вот такой вот мост. Вот там этот брод, который мы раньше проезжали там. Мне кажется, еще доработать с дорогой, трамбануть ограждение, и будет прекрасно. Так, вот отжали целую банку сока. Тут, наверное, литров 20. Сейчас вот поставила стерилизоваться банки литровые. Вот эту пену буду сейчас снимать, которая сверху образовывается. И примерно до кипения, до первых булек, и будем заливать уже в банки. Сильно кипятить не надо, чтобы сохранить все витамины. Ну, не все, но основную их часть. Чтобы было не только вкусно, но и полезно. И вообще без капли воды, без сахара, 100% мандариновый сок. Запах на всю кухню стоит. Так, пену вот эту я убираю. Уже основную часть я убрала. Там жмых. Вот пена, образовавшаяся после кипячения. Это все обязательно убираем. И вот начала уже разливать. Из-за того, что мы измельчали вместе с цедрой, ну, со шкурой, очень ароматный сок получается. И такой по цвету прям рыжий. В том году, я помню, такого не было. Он был более прозрачный, не такой густой, мне кажется. Такой вот солнечный, натуральный сок получился у нас. Мы подготовили новогодние наборы для наших подписчиков из Грузии. Внутри наш мед из сада, мандариновое варенье, пастила без капли сахара, медовые имбирные пряники, мандариновые чипсы, которые так любят дети, и, конечно, 100% мандариновый сок. «28 декабря мы будем в Батуми. Все детали в нашем интернет-магазине в Instagram, на который можно перейти по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране.